всегда неосознанно преувеличиваем роль и значение Советского Союза на мировой арене. И это вот плевок в лицо Сталину. То есть кастрировать немцев окей, а вот денег с них взять нет. Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается. Ялтинская конференция была для нас превосходна в гастрономическом плане и катастрофической в политическом плане. Но запасы виски должны спасти его, так сказать, от русской погоды. Они вот сами говорят, хорошая война для Америки. Здравствуйте! Сегодня в гостях у программы «Час пик» кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Юрий Никифоров. Здравствуйте, Юрий Александрович. Здравствуйте. В эти дни, 75 лет назад, в начале февраля 1945 года, проходила Ялтинская, ну или как в западных источниках ее называют, Крымская конференция. Впервые на территории Советского Союза встретилась большая тройка – Сталин, Рузвельт и Черчилль. Ну, событие, казалось бы, да, первостепенной важности. Но Второй фронт открыт. Советская армия пересекла границу Германии. Об этом докладывал генерал Антонов в первый же день Ялтинской конференции. Победа, в общем-то, не то что не за горами, а уже практически рукой до нее подать. Так зачем встречались лидеры? Делить шкуру недобитого немецкого медведя? Ну, это так упрощение, конечно. Речь шла о более широкой повестке. Ведь ясно было совершенно, что послевоенный мир будет другим, не таким, как был до войны. Ну а кто должен решить начертание границ в Европе? Оно меняется или нет? Что вообще делать с Германией? И всякие разные наброски и предварительные обсуждения тех или иных вопросов, которые раньше до этого велись в рамках антигитлеровской коалиции, или лучше сказать, в рамках вот этих встреч большой тройки, как те же западники говорят, они должны были вылиться в принятие каких-то решений. И эти решения нельзя было принимать. Ну, допустим, Черчилль приезжал в октябре 1944 года в Москву. Но, естественно, Рузвельту это было, и вообще американцам, да, Госдепу тому же, было сразу подозрительно. А не хотят ли они что-то там договориться без нас? Но при этом Черчилль с Рузвельтом тоже встречался, и не раз, в Вашингтоне, на Мальте. И это вызывало в СССР соответствующую тоже реакцию. То есть, конечно, вот это само по себе решение сначала встретиться в Тегеране в 1943 году, а в Ялте это вторая встреча, мы сказали, первая на территории СССР и последняя. Да. В составе этих людей точно. Да, уникальная конференция. Это важно, потому что люди втроем, и уже нельзя будет интриговать по поводу принятых решений. Мы втроем приняли, согласовали. Они решали вопрос о послевоенном устройстве мира. Ведь и Британская империя до войны, и в ходе войны она хотела же сохраниться Великой Британской империей. Было понятно, что это уже, видимо, не случится. Но США, наоборот, свои гегемонистские претензии уже могли, хотели, желали реализовать во что-то конкретное. Но и Советский Союз, получая возможности расширить свое влияние в послевоенном мире, войти в число великих держав. Мы же всегда, когда говорим вот об СССР, мы всегда неосознанно преувеличиваем роль и значение Советского Союза на мировой арене, если брать период довоенный. Да? У нас как-то само собой разумеющееся, например, возмущение. Вот Советский Союз не пригласили в Мюнхен, например, в 1938 году. И это вот плевок в лицо Сталину. Ну так те, кто собрался в Мюнхене, они вовсе не считали, что это какой-то плевок, потому что они не считали себя обязанными приглашать Советский Союз. Они относились к Советскому Союзу как, ну я не знаю, один историк сравнил вот с ИГИЛ, да? Нечто такое непонятное, ненормальное, непризнанное, хотя вроде бы все нормально, в Лигу наций Советский Союз вошел, и дипломатические отношения были установлены, тем не менее, все равно инерция определенна. Но роль, вес СССР в 30-е годы, же, конечно, он вовсе не тот, что уже здесь, в 1945 году, когда всем понятно, что советские войска входят на территорию оккупированных Германией стран, входят на территорию Германии, и что без Советского Союза решить вопрос, а что вообще будет в Европе,
по окончанию войны невозможно, потому что Красная Армия, вот она будет стоять здесь, здесь и здесь. Война еще не закончилась. И делить шкуру неубитого медведя не рано ли было? Ведь после войны Потсдам был, да, как летом 1945 года, не те же люди, но все равно, да, главы Америки, новый президент и новый премьер-министр Великобритании встретились со Сталиным уже после войны, и вот они должны были решать судьбу мира после войны. Мне кажется, что как раз, ну, я видимо, плохо сформулировал, как раз важно это сделать чтобы не допустить конфликтов, когда непосредственно настанет момент. Нужно договориться о чем-то. Понимаете, вот можем отмотать историю назад, например, и вспомнить знаменитый, благодаря юбилею недавнему, советско-германский договор, пакт Молотова-Риббентропа. Ведь это же очевидно, что, понимая, что вот она сейчас, наверное, в Европе разразится война, это некий договор на всякий случай, потому что ни Гитлеру, ни Сталину, ну, в первую очередь Гитлеру, он же предложил, ему не хотелось остаться в неведении по поводу действий Советского Союза. Я иду на восток, нападаю на Польшу. Что будет делать товарищ Сталин? А вдруг Красная Армия стронется с места и скажет, а не занимать Львов, это наш. Если заранее не обсудить вопрос о разграничении каких-то сфер интересов, то это неизбежно выльется в столкновение. Неизбежно. Есть у Сталина договор с Англией о союзе или с Польшей, или нет. Но Сталин просто скажет, это бывшая Россия. Мы не хотим, чтобы здесь была Германия. И предпримет некие инициативные действия. Заранее, предугадывая это и не желая, чтобы бомбы упали не туда, какой-то было... Нужно что-то обсудить каким-то образом. То же самое здесь. Ясно, что СССР освобождает или оккупирует значительную часть Германии. Какую-то часть Германии оккупируют англо-американские войска. Что это означает, что Германия должна быть расчленена на куски, или она все-таки должна быть сохранена как единое государство? Это нужно договариваться заранее. На берегу. Да, поэтому как раз тут дело не в неубитом медведе, а именно дело в том, что само по себе взаимодействие в рамках этой коалиции, Большой Тройки. Дальше вопрос, а что мы будем делать с репарациями, например. Да? Польша, она воссоздается, но если она воссоздается, то в каких границах? И самое интересное, что это же не случайно возникли вопросы вот в феврале 1945 года. Это как раз то, с чего вообще начинаются разговоры в рамках этой коалиции. Когда Иден приехал в Москву в 1941 году, Сталин огорошил его предложением поговорить о послевоенном. Когда немцы стоят у стен Москвы, Иден-то ехал, он думал, сейчас кроме жалоб и просьб о помощи, он ничего не услышит из Кремля. А Сталин совершенно спокойно ему говорит, товарищ британский министр, а что мы с вами будем делать после победы над Германией? Вот каковы будут границы, например, Советского Союза и Польши? Имелось в виду... И что же ему интересно, Иден ответил? Не знаю. Иден уклонился, он сказал, мы это не обсуждали с Черчиллем, я не могу ответить на этот вопрос. Он сбежал из Москвы, постаравшись, несмотря на то, что на него давили всячески, вы же союзники, так скажите нам, вы признаете границы Советского Союза на 1941 год? Там же сложность была в том, что вот эти восточные границы польского государства, они же, это территория Западной Украины, Западной Беларуси, она вошла в состав СССР. И это же нужно было получить некое подтверждение от своих союзников, что да, мы вам войну не объявили в 1939 году, мы признаем это справедливым, а значит, Польшу мы не можем воссоздать в границах до 1939 года. Вот обсуждение этой повестки, оно вообще началось аж в 1941 году. И с теми же поляками, лондонским иммигрантским правительством, тоже в 1941 году, когда подписывался договор о том, что мы теперь союзники в борьбе, главный вопрос, который поляки говорят, отлично, товарищ Сталин, вы союзники, значит, вы должны нам вернуть. Сталин говорит, нет, мы не вернем. И возникла проблема, которая всегда служила предметом дискуссий ожесточенных. И только в Ялте, это окончательно было уже решено, вопрос о послевоенных границах Польши. Вот Ялта, на мой взгляд, еще чем удивительно. Обычно встреча такого уровня – это такая формальность, что ли, ритуал
Политики фиксируют, подписывают договоренности, которые уже заранее согласовали, там, ну, может быть, какие-то мелочи. А тут 8 дней, многочасовые заседания, группа с Большой Тройкой, отдельно группа с министром иностранных дел. Вот вы несколько тем подняли уже. Польша, репарации. Какие основные вопросы были решены за эти 8 дней? Польша. Но там польский вопрос, он распадается на вопрос о границах Польши и ведь и о правительстве Польши. Это же тоже важный вопрос, потому что что в Югославии, еще одна из тем, обсуждавшихся в Ялте, что в Польше, вот оно, освобождение страны приближается или уже полным ходом идет, как в случае с Польшей. Править в Польше кто будет? Правительство в изгнании, которое Просто в Британии, правительство из Лондона переедет. Очевидно, в 1945 году это уже было невозможно. Это поняли и англичане, и американцы, кроме самих лондонских поляков. Они еще пытались, так сказать... Вернуть себе былое. Да, вернуть себе былое. Это было уже невозможно реализовать. На каких основаниях будет сформировано это правительство? И, конечно, вот одним из важных, значимых документов Ялтинской конференции была декларация об освобожденной Европе, в которой декларировалось, что страны, победители, они декларируют свою приверженность ценностям демократии, они собираются восстановить государственный суверенитет попранных стран и народов, они собираются дать этим народам возможность для свободного волеизъявления, чтобы избрать себе форму правления и государственное устройство по их желанию. Но что же не спросить мнение самих поляков? Да, именно исходя из этого и апеллируя к этому, и велась дискуссия, да, но если Сталин и Советский Союз имели возможность говорить, надо спросить у польского народа, то а не у польского лондонского правительства. Да? То есть всегда вопрос, поляки в изгнании, вот эти министры, которые в Лондоне собрались, они кого вообще представляют? Есть у них, так сказать, хоть кто-то? Поэтому, к сожалению... Спросили в итоге-то? Да, конечно. И вся Польша согласилась на правительство коммунистическое? Там были какие-то министры, по-моему, из лондонского правительства, они договорились о том, что кто-то будет? Или все было правительство коммунистическим потом? Что было потом, это было потом, понимаете? Но если мы сейчас подробно будем разбирать, как это все, так сказать, как это все происходило именно с Польшей, давайте до конца-то про Ялту. Помимо этой декларации, там же еще вопрос о Дальнем Востоке. В Тегеране наедине, тет-а-тет, Рузвельт говорит, вы будете воевать с Японией? Сталин ему сказал, да, мы займемся Японией после того, как закончится война с Германией. Он ему на словах пообещал, и не более того, это же не было каким-то решением. А здесь было подписано, пусть оно секретное осталось по понятным причинам, но уже был подписан документ, в которых вступление Советского Союза в войну с Японией, оно, по сути, стало спланировано, неизбежным в рамках неких согласованных решений тройки. А это очень важно было для Соединенных Штатов и для того, чтобы вообще прогнозировать Вторую мировую войну. Мы же все время сосредоточены на Европе, да? Потому что это наша война с Германией, Великая Отечественная война, это главная война. Но для Соединенных Штатов, для них как раз и с точки зрения исторической памяти проблема, какую войну считать. То, что они на каком-то этапе стратегию выбрали сначала Германия, это совсем не значит, что в их восприятии та война менее важная, она более важная. Там больше примеров героизма американских моряков и летчиков, тем более, что Япония на них напала, Перл-Харбор, да, то есть это целая мифология, которая... И вообще, если уйти от европоцентризма, но сегодня, вот спустя 80 или 75 лет, но считать, что Вторая мировая война – это только то, что происходит в Европе, понимаете, там и масштабы событий, и масштабы жертв, и
влияние этого театра на общий ход, и в том числе послевоенной истории, она поэтому и мировая, что она носила мировой глобальный характер. И нам вот этот дальневосточный театр и агрессию Японии против Китая или освободительную борьбу китайского народа против японских агрессоров, как они сами, китайцы, это интерпретируют, нам ее надо обязательно включать в контекст, потому что Советский Союз помогал Китаю же, а не Японии. Да? Китай воевал на стороне антигитлеровской коалиции, и он должен рассматриваться как полноправный участник этой общей глобальной победы, если брать Вторую мировую войну. Мы не должны понимать Вторую мировую войну как войну исключительно в Европе. Где она началась? Нападением Гитлера на Польшу в 1939 году. Но китайские товарищи возразят, они скажут, нет, мировая война. И началась она нападением Японии на Китай. А то, что у вас там потом произошло в Европе, это произошло потом. Это часть Второй мировой войны. Ваша европейская... Ваши проблемы. Ваша европейская война, да. Но закончилась-то она на Дальнем Востоке. Здесь же еще важно, если Вторая мировая война закончилась на Дальнем Востоке, то когда она началась на Дальнем Востоке? Очевидно, она началась в 1937 году. Сами китайцы 1931 называют. Но с 1937 года, с лета полномасштабной агрессии, оккупации уже значительной части Китая, это, если это Вторая мировая война, значит, она началась в 1937 году. И мы не можем не корректировать наше представление. Недаром Рузвельт еще в 1941 году обсуждал, если меня не изменяет память, с Черчиллем план так называемых 4 полицейских, когда у Советского Союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Китая должны были остаться армии, которые бы контролировали, ну, так скажем, мировой порядок. Именно Китай был включен, да, 4-м. Да, но и это все вылилось вот в решение Ялты о том, что Организация Объединенных Наций, дальше все это было формализовано, уже группа на следующей конференции, там устав уже начали готовить. Но было понятно, что вот Организация Объединенных Наций будет построена иначе, чем Лига наций. Потому что Лига наций не обладала инструментами, механизмами для поддержания мира и стабильности. И здесь как раз, в том числе благодаря настойчивости советской именно стороны, был принят в Ялте именно решение о том, что постоянные члены Совета Безопасности, они должны единогласно принимать решения. И любой из них имеет право вето, и тогда решение не проходит. Вот этот принцип, который сегодня вызывает массу... проблем. Ну, не проблема, а уже массу открытых заявлений, что вот это вот злобное наследие, ненужное наследие, мешающее наследие Второй мировой войны и ее итогов, это все наследие Ялты, которое сейчас мешает. А к чему оно мешает? А оно мешает легитимации односторонних силовых акций тех же Штатов, когда они бомбят ту или иную страну. Они игнорируют уже этот, на самом деле, да, ООН, принимая решение о вторжении в Ирак или еще куда-то. Они игнорируют Совет Безопасности ООН. ООН – это одно из наследий Ялты, да, это то, с чем приехал Рузвельт. Его две основные задачи было договориться об ООН и договориться о том, что СССР вступит в войну с Японией. Да. Сталин хотел договориться о границах по Польше, о репарациях. Он был готов пойти на уступки там с Японией и с ООН. Ему нужны были деньги на восстановление Советского Союза и границы. А с чем приехал Черчилль? Что его интересовало больше всего? Ну, в первую очередь, опять придется о Польше, да? Потому что это как раз... Камень преткновения. Да, это как раз вот... Хотя Черчилль уже, ведь с осени 1944 года, он уже этих лондонских поляков и даже ругал лично, им объяснял, что не будет так, как вы хотите. Надо согласиться на некий компромисс. Но, тем не менее, когда они приехали в Ялту, было понятно, что надо попытаться в очередной раз попытаться сделать так, чтобы члены этого лондонского эмигрантского правительства, они каким-то образом могли быть включены хотя бы. Теперь уже не шла речь о том, чтобы заменить
Польский комитет национального освобождения, или вернее Временное правительство, его же 31 декабря уже Советский Союз признал преобразование Польского комитета национального освобождения, Люблинский комитет, в Временное правительство Польши. И вот теперь трансформация этого правительства, она может быть как проведена с участием лондонцев или не может? Ну и границы, потому что вопрос о западных границах Польши, по сути, так утрясти и не удалось по поводу компенсации полякам за счет Германии. Там они были согласованы окончательно в Потсдаме. Но Сталин был готов отодвинуть западные границы Польши как угодно далеко на запад. У Польши вопрос крайне спорный, если мне не изменяет память. Это был тот единственный момент, вопрос Польши, когда Сталин вышел из себя. По-моему, у Черчилля было в мемуарах, что он даже встал и как-то резко начал обращаться к присутствующим делегатам этой конференции, что, в общем, на него было крайне не похоже. У Черчилля, кстати, в мемуарах есть хорошая строчка. «Сталин произвел на нас величайшее впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской конференции, все мы словно по команде вставали. И, странное дело, почему-то держали руки по швам». Вот насколько Иосиф Виссарионович смог воспользоваться своей харизмой, будем так говорить, и чего он добился, а самое главное, чего он таки не смог добиться? Я все-таки отношусь к Черчиллю как к человеку очень эмоциональному и обладающему несомненным художественным дарованием, воображением. И поэтому, когда он впечатляется от переговоров со Сталином и пишет письмо, или он Сталину даже посылал телеграммы осенью 1944 года: «Ваш друг боевой, я ваш друг боевой, там и товарищ», да. Но у него было вот такое настроение в этот момент. Но потом, через какое-то время, он мог начать метать громы и молнии в адрес Советского Союза и Сталина. Творческая натура. А потом и план немыслимый. Да, и поэтому сказать, что за этим вот реальная какая-то харизма Сталина просматривается, не очень понятно. Другое дело, что к этому моменту союзники, и американцы, и британцы, они уже убедились, что советская система политическая, она сконструирована таким образом, что от Сталина зависит очень много, да, и я не скажу, что слишком много, но в любом случае они понимали, что если они какой-то вопрос не могут решить в принципе, потому что Сталин не дал своего, так сказать, согласия, он не высказался по данному вопросу, то поэтому Черчилль ему здоровья все время желал. У них сложилось впечатление, что не дай бог вот со Сталином что-то случится, а с кем тогда вообще разговаривать? Они не видели, а кто тогда вообще может, потому что они поняли, что он вот в политической системе, его роль слишком велика. И если того же Черчилля там кто-то потом заменил, Этли поехал, и никакой проблемы, да, то Сталина они не понимали со своего западного, так сказать, взгляда, а дальше с кем мы будем вести диалог, и что это будет за человек, и как с ним разговаривать. А Сталин стал для них более-менее понятной фигурой, во-первых, и они ценили его способность держать слово. Вот еще здесь мы недооцениваем, что с 1941 года все-таки Советский Союз стал выглядеть в глазах западных партнеров союзником, который не обманывает, он не берет слова назад. Если сказано, то так оно и будет. Можно всегда апеллировать к ранним договоренностям. Ну и советская дипломатия все время тоже этот инструмент использовала. Она говорила, ну мы же вот это раньше предложение было. А в Ялте, конечно, понимаете, ну вот мы возьмем Германию. Главный был вопрос, но если Германия Первая мировая война, Вторая мировая война, если мы не хотим, чтобы Германия стала источником для очередной попытки реванша, пересмотра границ, нужно же каким-то образом решить немецкую проблему. Это очень сложная проблема, потому что были члены, представители, так скажем, элитарных групп или даже члены военного кабинета Черчилля, в частности, кто считал, что Германия должна быть наказана, ведь уже был понятен масштаб злодеяний, и
сама идея наказать немцев, в том числе как народ, Как наказать? например, расчленить Германию, разобрать ее на части, вернуть ее в добисмарковские времена. Но Удельные были же, княжества, да, вот такие. были же и более такие, ну, не облеченные в какую-то конкретную форму, но на уровне дискуссий предложения, связанные с там, кастрацией мужчин немецких, например. Там в некоторых кругах высказывались, ну, очень радикальные идеи. Это британцы предлагали кастрировать немцев? Ну, один из членов британского кабинета. Да. Именно под влиянием вот информации о концлагерях, о убийстве людей, о этих зверствах, они пошатнули вообще ведь веру людей в человеческое и в добро. И весь этот негатив, он же переносился на немцев вообще. В Советском Союзе изначально, благодаря вот позиции Сталина, который озвучил несколько раз в своих речах, Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается. Да, мы воюем с немцами не потому, что они другой расы. Одна из цитат еще из его речей, которые во всех газетах напечатаны, это же к юбилею все делалось, 7 ноября, 23 февраля, и там потом вся Красная Армия должна была с политруком прочитать это все вслух. А то и заучить. Да, то и заучить, да. И там же мы воюем не потому, что они другой расы, чужие люди, а потому что они совершили злодеяние. То есть мы их хотим наказать за преступление. А этот посыл предполагал, что месть и наказание, оно не может быть коллективным. Оно должно быть судебным и должно предполагать индивидуальную ответственность конкретного преступника. Мы наказываем не Германию, мы наказываем фашистов и тех, кто совершал преступление. Ну, что и, в общем, было на Нюрнбергском трибунале. Да, а потом это было реализовано. Просто ведь иногда кажется, что, ну вот, сейчас читаешь западные СМИ, Красная Армия, там, она вот горела желанием сравнять Германию с землей. Но и при этом они совершенно не обращают внимания на позицию советскую официальную, которая выразилась с точки зрения юридической. Первый процесс над фашистскими преступниками, нацистскими преступниками в Советском Союзе, когда начались процессы над палачами в освобожденных городах, еще же никакого Нюрнбергского процесса не было. Но уже здесь был заложен, реализован принцип, мы доказываем вину конкретных подсудимых и приговариваем их к наказанию в соответствии с тяжестью содеянного. И те подсудимые, кто присутствовал на этих процессах, они именно были наказаны в соответствии с вот этой вот законной процедурой. А не так попался в фашистской форме, все, преступник и негодяй. Но в итоге Германию, она была расчленена на две части, но экономическое наказание меня интересует. Вот вопрос экономическое по поводу наказание? репараций. Сталин, я прошу прощения, Сталин требовал, если мне не изменяет память, 10 миллиардов долларов репараций от Германии. При этом и Черчилль, и Рузвельт не хотели таких больших денег. Они считали, что это может экономически им быть в первую очередь невыгодно. То есть кастрировать немцев окей, а вот денег с них взять нет. Не, ну вот это предложение радикальное, оно же тоже никак в бумагах не было формализовано и потом никак не нашло отражения в реальной жизни. Это так уже. Ну, это так, символ, да, здесь, конечно, у англо-американских союзников не было... У них просто не было в тот момент выработано еще четкого понимания, как надо. Если бы Рузвельт и Черчилль приехали с четким планом по этому вопросу, а это был как раз один из вопросов, который... Их меньше всего волновал. Так почему же? Им не нужны были деньги немецкие? Проблема была в другом. После Первой мировой войны Германия была вроде бы вынуждена платить репарации, но этот механизм репараций, он в итоге стал одним из инструментов возникновения реваншизма в Германии и одним из инструментов возрождения Германии. И здесь, налагая экономическое какое-то наказание, желание заставить Германию заплатить экономически, да, деньгами или оборудованием, компенсировать издержки, да, оно могло надо было по-другому, надо было сделать по-другому. И вот был выработан подход, в соответствии с которым ни деньгами, ни валютой
Германия должна была расплачиваться, компенсируя ущерб, нанесенный, в частности, Советскому Союзу. А было решено, что в рамках вот демилитаризации будут демонтированы как раз военные заводы, потому что ведь встал вопрос о демилитаризации. Германия опять должна была быть страной, не способной производить массовое вооружение и содержать массовую армию. Вывести оборудование, демонтировать станки и увезти, не налагая при этом на Германию бремени по деньгам. А в итоге получилось, что они на какое-то время демилитаризацию провели, а потом получилось сразу две армии. Одна со стороны ГДР, другая со стороны ФРГ. Это получилось в силу непреодолимых, конечно, разногласий, но эти разногласия стали явными уже после победы. Но в какой-то мере это было запрограммировано. Когда Советский Союз настаивал, что Германия должна быть единой, а позиция Советского Союза по Германии, она всегда была последовательной. СССР выступал против расчленения Германии, раздробления ее на куски. Она должна была остаться мирной, демократической, единой Германией. Но создание вот этих зон оккупации, а в Ялте было решено, что будет не 3 зоны оккупации, а 4, решили французов добавить. А они нас тоже победили, скажет генерал Да, Кейтель. потом Кейтель скажет, а эти что, тоже? Ну да, тоже. Вот в Ялте решено, что тоже. В Ялте решили, надо французов добавить. Кстати, зачем? Не хватало на троих поделить Германию? Здесь, конечно, сыграла роль позиция, наверное, Великобритании больше. Я, честно говоря, плохо, не очень хорошо понимаю, да, чтобы уверенно говорить, но я думаю, здесь позиция Великобритании, которая, конечно, вводя французов, полагали, что тем самым они ослабят немного влияние США. Ведь мы, когда смотрим на антигитлеровскую коалицию, кажется, что Британия, США – это некая одно и то же, это связка. Англосаксы. Англосаксы, они противостоят. Это они потом будут сольются в экстазе, когда Черчилль произнесет фултонскую речь, и британцы решат, так сказать, отдаться. Всего-то год спустя, кстати. Да, отдаться, так сказать, создать такой фронт, блок. А здесь-то Черчилль всю войну боролся, он предлагал все время, давайте балканский вариант, нападем через Балканы, воспрепятствуем Красной Армии, чтобы Красная Армия первая пришла в Вену и в Югославию, давайте Болгарию зайдем. Кажется, что это все против СССР, но на самом деле это еще основано было на том, что сама вся высадка в Нормандии, которая тогда еще была в проекте, очевидно совершенно должна была быть под американским командованием, она должна была быть за счет, в первую очередь, американских войск, потому что все британские основные боеспособные силы, они вот воевали там на Средиземноморье уже. И Черчилль прекрасно понимал, и его генералы, что как только будет высадка в Нормандии, то первенство чисто в военном командовании, планировании, в операциях очевидно, перейдет к США. Так и было, генерал Эйзенхауэр был главой. Так потом оно все и произошло. Черчилль, поэтому это, помимо всего прочего, еще и борьба за сохранение веса Британии, да, остатков ее величия, которые терялись, тратились, истончались, на глазах разрушались. Здесь французы... На них тоже какой-то был расчет. Но и Советскому Союзу не было оснований возражать против восстановления Франции. Ведь это тоже судьба Франции. Она будет играть какую-то роль. Или мы их освободили, поэтому теперь все, с Францией покончено навсегда, они должны слушаться и все. Но и не случайно Де-Голь очень хорошо относился к Сталину, да, простят нам это, так сказать, такое высказывание, но лучше, чем многие в послевоенном мире в Европе, да, и уважал Сталина. Потому что Де-Голь смог в результате вернуть Франции хотя бы часть ее былого величия. Да, убитого вишистами. Давайте перейдем к каким-то деталям самой встречи. 3 лидеры 3 великих держав приехали в разрушенный Крым. Немцы что смогли, вывезли, что не смогли, там, либо уничтожили, либо
каким-то образом... Короче, раскурочено было все. Решение о том, что конференция пройдет в Ялте, оно было принято всего там за месяц с небольшим до самой встречи. Там обсуждались разные варианты. И Мальта была, кажется, Рузвельт предлагал Рим, но в итоге все равно остановились именно в Крыму. Вот как удалось Советскому Союзу провести, во-первых, насколько она хорошо была проведена, потому что у меня вот есть цитата, кажется, генерал Исми из британской делегации, он говорил так: «Ялтинская конференция была для нас превосходна в гастрономическом плане и катастрофической в политическом плане». Вот насколько Советский Союз озаботился тем, чтобы принять дорогих гостей в разрушенном Крыму? Какие силы были брошены для этого? И вообще, как вот происходила все-таки неделя, да, среди великих людей, как-то озаботились их благосостоянием в этот момент? Прежде всего, да, я, конечно, начал бы с того, что ни Рузвельт, ни Черчилль, конечно, не хотели ехать в Крым. Далеко. Черчилль, может быть, больше, чем Рузвельт, не хотел ехать в Крым. Но Сталин не хотел ехать никуда, кроме Крыма. Он уже съездил в Тегеран. А здесь территория Советского Союза, принять их у себя, СССР считал, что это в политическом плане облегчит, наверное, и союзникам можно показать, наглядно можно показать этим людям. Это не пропаганда рассказывает о ужасах немецкой оккупации, а показать наглядно масштабы разрушений для того, чтобы облегчить в том числе вопрос о репарациях, о том, что Германия должна... Союзники должны согласиться, что 50% получит СССР. Слишком масштабные у нас разрушения. И это как-то надо восстанавливать все. Вот. Там есть даже примечательная американская какая-то докладная записка Рузвельту, в которой его представитель говорит, ну, Черчилль говорит, что там плохая погода, там насекомые какие-то будут его взять, но запасы виски должны спасти его, так сказать, от русской погоды в феврале в Крыму. То есть Черчилль рассчитывал, что виски его предохранит, так сказать. Но Рузвельт тоже, он же был не очень здоровый человек, то есть ему... Сколько там, до смерти 2 месяца, кажется, оставалось? Ну, в апреле он умер, да. Ему тоже врачи не очень рекомендовали менять. Поэтому, но, тем не менее, каждый из них согласился. А что было делать? А Сталину было легко ехать туда. Ну, ближе в любом случае. Он не любил эти все поездки. И тем более ненавидел на самолете летать. В Тегеран он слетал. Но Крым был разрушен. И здесь, конечно... Советское государство сделало все, чтобы это было отреставрировано, наполнено, и чтобы условия были не просто приемлемые, а чтобы условия были хорошими для приема огромного количества первых лиц из этих государств. В масштабах народа, в масштабах всей страны это на самом деле копеечные расходы. Вот, но... Тем не менее, все равно сделать так, чтобы все это было на высшем уровне. Но обставить эти дворцы, они жили в 3 самых, ну, в общем, единственных приличных домах, которые остались в Крыму, в Ялте, с того момента, как немцы ушли. Обставить Ливадийский дворец, бывшую резиденцию императора, тоже были не совсем уж копеечные средства для этого. Не, ну, отбралась мебель из других хранилищ, привозилась, потом увозилась. Нет, для нас, я не думаю, что это была большая проблема. Но то, что это было вообще принято в Советском Союзе, что если надо сделать, создать условия для Черчилля, который приехал в Москву, значит, эти условия будут созданы. Это же Сталин уделял этому внимание, как человек с Кавказа, он знал даже больше иногда, чем о ней, потому что, допустим, в случае в Иране, когда Иран был оккупирован, а шах Ирана вынужден был, сам начал просить аудиенции в 1943 году, но Сталин же сделал наоборот, он послал, тут же вернул с просьбой принять, и сам явился, а тут был молодой парень совсем. И тут товарищ Сталин просит того оказать ему честь и принять. То есть он, с точки зрения вот дипломатии, он, безусловно, понимал, как это надо делать. В Ялте царила атмосфера такая очень дружеская. Я читал стенограммы тостов, которые они поднимали друг за друга.
Остались и мемуары и Черчилля, и у сына Рузвельта. Он тоже писал о том, что отец ему рассказывал, что там все было, в общем, замечательно. Мир, дружба, жвачка. В какой момент вот это вот чудесное единение разрушилось? Это сколько, во-первых, что этому поспособствовало, да, сколько времени прошло? Кто первым нарушил? Советский Союз, западные страны? Ну, во-первых, Советский Союз, конечно, не нарушил. Да? То есть мы, если мы говорим в разрезе, как получилось, что мир перешел к холодной войне, то обычно указывают, вот Рузвельт умер в апреле, и сразу началась некая новая эпоха, да? Потому что преемник Рузвельта Трумэн вовсе не собирался следовать тому же курсу. Да вообще он просто видел эту ситуацию, видел иначе. И если Рузвельт уповал на какие-то личные взаимоотношения, то Трумэн уже не придавал этому значения или был не склонен к вот этой вот личной дипломатии. И Черчилль то же самое. Он, может быть, питал иллюзии, что он может со Сталином вот так по-человечески, по понятиям договориться. Да? Но когда эти политики ушли, то очевидно совершенно, что там включились в действие другие субъективные факторы. Но были же и объективные, поскольку само по себе стремление Советского Союза обезопасить свои границы, его же нужно было учитывать и не понимать, что Советский Союз не допустит возвращения в Польшу нового издания Пилсудского, да, 20-30-х годов. Это же нужно быть реалистом. В этом смысле и Черчилль, и Рузвельт, они, конечно, заслуживают добрых слов потомков, несмотря на критику, что они все Сталину отдали. Нам-то как раз кажется, что правильно, они в большей степени могли реалистично подойти и посмотреть, что политика – это искусство возможного. Но, конечно, вина лежит в первую очередь на англоамериканцах, не на Черчилле и Рузвельте, а на самих вот их политических группах, властвующих группах. Важнейшее, например, решение, которое они приняли до Ялты еще между собой, Рузвельт с Черчиллем, основываясь именно на понимании того, что в послевоенном мире им придется считаться с СССР, а они вовсе не собирались до войны считаться с СССР. Да? Это решение засекретить атомный проект и все разработки по атомному оружию не сообщать своему советскому союзнику. Это продолжалось до самого конца, когда Трумэн, довольный, в Потсдаме Сталину сказал: мы испытали оружие ужасающей силы, но поскольку у СССР, по крайней мере в Лондоне, были первоклассные агенты, мы знаем этих людей, считать, что Сталин был не в курсе, мы не имеем права. СССР был в курсе, и он ускорил. Ну так у нас тоже это Берия, это же даже рассекречено службой внешней разведки. У нас же эти работы тоже, на них было обращено внимание. То есть Сталин понял, что они скрывают, они обманывают. А зачем они скрывают оружие огромной разрушительной силы, когда ясно, что Германия будет повержена, и вроде бы уже некого, против кого его держать? Как оно будет для кого служить ядерной дубинкой? Для Японии. Для Японии. Как и получилось, собственно. Получилось, что для нас. Японию абсолютно не обязательно было бомбить. Это они просто испытали на людях. Оружие, это оружие работает, показали всему миру, что у нас есть. На самом деле капитуляция Японии и атомные бомбардировки – это разные совершенно сюжеты. Они на уровне мифа склеиваются, потому что это где-то одновременно. Но японцы, когда разбомбили Хиросиму, японцы даже не поняли, что их разбомбили атомной бомбой. А потом у американцев их было всего 2. Больше нельзя было еще бросить. Это другая тема совсем. Но если бы не эти бомбардировки, сколько бы американских солдат еще погибло? Нет, это абсолютно не так, потому что император согласился принять условия Потсдамской декларации только в тот момент, когда ему сообщили о том, что Советский Союз громит его Квантунскую армию на континенте. Именно это послужило решающей гирей на чаше весов. А до этого они вообще не собирались капитулировать. Они, бомба хорошо, еще раз бомбили один город.
Американская авиация бомбила японские города и без атомной бомбы. Они ковровыми бомбардировками уничтожили уже людей больше, чем Хиросима и Нагасаки. Но, тем не менее, поскольку военная мощь Японии это не подрывала, японская военщина совершенно спокойно предполагала, да, мы на континенте, даже если они высадятся на японские острова. У нас армия огромная в Китае, армия огромная в Маньчжурии. Мы будем сражаться на суше еще сколько надо. И они потом, даже после капитуляции, эти фанатики сидели в джунглях и отказывались капитулировать годы многие, потому что, ну как, служба императору. Это еще особый совершенно мир. И то точно совершенно по японским документам, в первую очередь, понятно, что последняя их надежда на продолжение войны, и которую они могли затягивать еще несколько лет, и сколько бы это стоило жертв, в первую очередь, самих японцев, неизвестно. Она была разрушена именно тогда, когда они поняли, что нет, СССР все-таки выступает. Началась маньчжурская наступательная операция, и как не было это неожиданным, Красная Армия их разгромила очень быстро. История, конечно, не терпит сослагательного наклонения, все понятно, но если бы и в Потсдаме через несколько месяцев после Ялты встретились все те же, вся та же большая тройка, мир мог бы, история мировая могла бы пойти по другому пути, холодной войны бы не было? Или это неизбежное событие, которое, ну, кто бы там ни управлял, все равно бы так все закончилось? Я думаю, шанс все-таки был. Но этот шанс избежать холодной войны, он, конечно, был связан с необходимостью для США ограничить свои гегемонистские претензии в послевоенном мире. Ограничить, но это же было тоже невозможно. Иначе зачем это все? Зачем они вообще влезли? 300 тысяч человек за что полегли? Ну, не только 300 тысяч человек, чисто это же, помимо всего прочего, и экономика. А главное-то, они вот сами говорят, хорошая война для Америки. Почему? Потому что вот война началась в Европе, и вот золото потекло просто для спасения денег. А то вдруг Гитлер захватит. Уже капиталисты, так скажем, уже начали, деньги потекли, повезли туда деньги. Дальше военные поставки, заказы, они дали мощный толчок американской индустрии в целом. Уровень жизни там вырос. В Европе все упало. Так, захватывая мир, американские корпорации вовсе не собирались останавливаться. А это трансформировалось в военные базы. И когда следующий этап был судьба Китая, ведь США заключили с Чан Кайши соглашение, тайное соглашение, что после войны Чан Кайши, после победы над Японией, американцам разрешит создать военные базы на территории Китая. А какие базы-то против СССР на границе они будут стоять? Где они будут стоять? Ведь не только там, в Сингапуре. Никто из Большой Тройки не питал иллюзий, что можно вообще управлять исключительно исходя из идеалистических представлений о доброй воле, что все-таки есть интересы. А Сталин вообще был марксист. Он считал, что субъективно Черчилль улыбается, а объективно британские капиталисты заставят его или уберут его, когда он перестанет как и получилось. Им служить. Да, у него же была марксистская чисто схема, вот это надстройка, а реально надо искать, так сказать, основания для решений в каких-то системах, в процессах. Поэтому тоже иллюзий не было. Но то, что они вообще смогли договориться, сесть за один стол и договариваться, глядя друг другу в глаза, и потом еще ссылаться и решать вместе, это все-таки очень важный пример для нас. Мы всегда на эти конференции смотрим с удовольствием. Если бы было так, как вы говорили в начале, да, что там министры все согласовали, а здесь просто проштамповали, то это была бы совсем неинтересная история. Как раз очень важно и интересно, что это были политики, кто не перекладывал свою ответственность и решение вопросов на подчиненных, и не просто штамповал, там что-то визировал, а это люди, которые играли свои партии,
свою игру. По поводу договоренности. Вот ООН действует до сих пор. То, что было договорено, обговорено в Ялте, по этому вопросу существует до сих пор. У Рузвельта была такая фраза, что он не верит в вечный мир, но надеется, что большой войны можно избежать хотя бы еще 50 лет, имея в виду вот эти самые ялтинские договоренности. Когда и вообще можно ли говорить о том, что ялтинские договоренности, по ним до сих пор мир живет, они определяют некий миропорядок? Или они практически изжили себя, и нужна новая Ялта, например? Нужна или не нужна, это должны сказать политики современности. Ну вот Путин сказал, что нужно нам встретиться не так давно на 5-м Иерусалимском форуме. Он говорил, что нужно провести саммит стран-основательниц ООН, Россия, США, Франция, Британия и Китай. В общем, практически новая Ялта. Но зачем? Потому что те договоренности больше не действуют? Конечно, очевидно совершенно, что начиная с конца 80-х, 90-х годов, с разрушением Советского Союза, уже частично и границы в Европе перекроились, с одной стороны. То есть уже нельзя формально сказать, вот это в Ялте было так решено, давайте стоять на этом. Нельзя. Они же, эти границы, все были потом подтверждены в других документах между государствами. ФРГ подписывала, а с объединением Германии уже возникает совершенно другая ситуация. То есть надо либо подтверждать, либо оспаривать эти границы. Это с одной стороны. А с другой стороны, если брать Организацию Объединенных Наций, то США своими вот этими агрессиями и гуманитарными агрессиями, Югославия, Ирак, Сирия, Ливия, они же, по сути, делают так, что Совет Безопасности ООН и вообще ООН как институт, который в состоянии регулировать, он все время слабел и слабел. И сейчас вроде бы эта система существует, но придать ей новое качество, которое позволило бы действительно стать инструментом для решения вопросов, это некая задача. Правила игры должны быть едиными для всех. Как только кто-то выпадает, а поскольку выпал не кто-то, а выпал один из главных игроков на мировой арене, если не гегемон последних четверти века, США. И субъектов. Да, то получается, что, конечно, это же не Гватемала там что-то не согласилась подчиняться установленным правилам. То, конечно, возникает вопрос, что рано или поздно. Но меня пугают эти аналогии, понимаете, потому что Ялта все-таки это война, это мировая война. И как итог, как подведение черты, вот эти ялтинские договоренности. А сейчас что? Мы живем в состоянии, когда война обычно вызывает к жизни необходимость сесть за стол переговоров. А пока все делают вид, что все нормально, то, может быть, можно и так как-то договориться. И без войны, да? Да, и без войны. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Была очень познавательная, интересная беседа. Сегодня в гостях у программы «Час пик» был историк, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Юрий Александрович Никифоров. Спасибо большое.